Если вы ищете себе телевизор, смартфон или какую-либо технику, то рекомендую использовать вам e-каталог. E-каталог – это многофункциональный сервис, который не продает товары, а помогает людям определиться с выбором наиболее выгодного предложения. Описание, технические характеристики, отзывы и многое другое ждут вас в e-каталог. Выбирайте товары с умом. Ознакомиться с сервисом можно по ссылкам в описании. Валар Моргулис, друзья! Данный ролик продолжает серию рассказов об истории Вестероса. И в этом видео человек расскажет о периоде под названием «Долгая ночь». Если вы не видели предыдущие видео на эту тему, то ссылка на них будет в описании. «Долгая ночь» – легендарный период, который берет свое начало около 8000 лет назад. Многолетняя зимняя ночь, которая накрыла Вестерос и Эссос, а может и весь мир, и продолжалось целое поколение. В это время Вестерос подвергся нашествию иных, но людям, оказавшимся на краю гибели, удалось в итоге победить. Предания утверждают, что некий герой заручился помощью детей леса, и люди в рассветной битве разбили иных и прогнали их на далекий север. Когда долгая ночь окончилась, люди построили на севере материка колоссальную стену, и ночной дозор по сей день охраняет ее на случай нового прихода долгой ночи и иных. Жрецы Ирглора предсказывают, что ночь, которой не будет конца, может наступить снова, и возродившийся герой должен вновь сразиться со злом. В современном Вестеросе зимы длятся год-два, иногда больше, при этом продолжительность дня по сравнению с летом сокращается. В этом контексте долгая ночь напоминает полярные ночи на Земле, хотя и непонятно, как и почему она охватила весь мир. От времен долгой ночи не осталось никаких исторических документов. Вся известная о ней информация исходит из преданий и книг, сочиненных тысячи лет спустя. Наибольший интерес представляет сказка Старой Нэн, рассказанная Брану Старку. «О, мое сладкое летнее дитя!» – негромко проговорила старая Нэн. «Что ты знаешь о страхе? Страх бывает зимой, мой маленький лорд, когда снег заносит стены на 100 футов, а ледяной ветер с воем вырывается с севера. Страшно бывает долгими ночами, когда солнце прячет свой лик на годы и годы, и маленькие дети рождаются, живут и умирают во тьме, а лютоволки тощают и голодают, и белые ходаки расхаживают по лесам». Нэн утверждала, что долгой ночи предшествовала холодная, жестокая зима, казавшаяся бесконечной. Такое еще не было на памяти людей. Но потом солнце спрятало свой лик на много лет, целое поколение, и королевство первых людей, населявших тогда Вестерос, охватили стужа, голод и смерть. Умирали и короли, и свинопасы. Матери душили детей, чтобы не видеть, как те умирают. Во тьме долгой ночи появились иные, холодные мертвые твари, ненавидевшие солнце, железо и всех живых созданий и не знающие жалости. Иные ездили на бледных конях, повелевали мертвыми слугами, которых кормили человеческой плотью, и более чудовищными созданиями, бледными ледяными пауками величиной с пса. Первые люди пытались воевать с иными, но те разбивали все выставленные против них армии, опустошали крепости, города и королевства. Однако в тайных городах посреди леса и полых холмах, под охраной чардрев с вырезанными ликами, все еще жили дети леса. Некий последний герой с друзьями отправился на поиски этого волшебного народа в мертвые земли на севере, надеясь, что магия детей леса поможет победить иных. Он много лет вел поиски, потеряв всех своих спутников и оставшись без оружия. Его меч промерз и переломился. Иные, почуяв его горячую кровь, отправили своих ледяных пауков в погоню за ним. Рассказ Старой Нэн был прерван и остался незавершенным, но подразумевается, что последний герой все же получил желанную помощь. Существует песня «Конец долгой ночи», рассказывающая о том, как ночной дозор выступил на рассветную битву с иными. Возможно, этой самой битвой, с участием последнего героя или нет, долгая ночь и закончилась. Строительство стены, учреждение ночного дозора и основание рода Старков также относятся ко временам 8000-летней давности. Неясно, как соотносится с последним героем легендарный Брандон-строитель, якобы с помощью великана, выстроивший стену и замок Винтерфелл. Брандону не приписывается воинских подвигов, он назван всего лишь зодчим, строителем замков. Вероятно, текст присяги ночного дозора хранит память о долгой ночи. В присяге говорится: «Ночь собирается и начинается мой дозор». Дозорный, читая текст присяги, называет себя мечом во тьме и сравнивает себя с огнем, разгоняющим холод, и светом, который приносит рассвет. Говорит: среди этой ночи и всех, которые грядут после нее. Мастер Лювин, рассказывая о детях леса, упоминал долгую ночь как историческое событие.
Джоар Мармонт после столкновения с упырем также говорил о долгой ночи, как о вполне историческом событии. Видимо, из его слов следует, что в долгую ночь огонь использовали для борьбы с порождениями холода. Ргларианско-асшайская версия известна из обрывочных слов Мелисандры и некоторых других персонажей Сесоса, в общих чертах повторяет рассказ Старой Нэн. По словам Саладара Сана, было время, когда весь мир окутывала тьма. Великий Ной, олицетворение мрака и холода, собрал армию и выступил с ней против всего живого. Однако нашелся герой, который бросил вызов тьме. В этой версии его называют Азор Ахай. Эта версия не упоминает детей леса, зато вкладывает в руки героя волшебный меч под названием Светозарный, который тот самостоятельно выковал и закалил, пронзив сердце любимой. Впрочем, Станис Баратион вскользь упоминал, что даже Азор Ахай выиграл свою войну не один, так что, видимо, и в этой версии герой получал от кого-то помощь. Сэмюэл Тарли нашел в библиотеке Черного замка книгу о долгой ночи, где утверждалось, что некий герой убивал иных мечом из драконьей стали. Сэмюэл и Джон Сноу сочли, что речь о валерийском мече. В книге «Нефритовый компендиум» рассказывалось о том, как Азор Ахай со своим Светозарным сражался с чудовищами. Во время сражений клинок раскалялся, а тела чудовищ закипали и вспыхивали огнем. Скорее всего, речь идет об одном и том же герое и одном и том же мече. Хотя непонятно, почему в версии Старой Нэн утверждается, что меч последнего героя сломался. Различные народы Эссоса также сохранили память о долгой ночи и герое, заставившем ее завершиться. Потомки Райнаров, населявшие Горести, древний райнарский город, расположенный в месте слияния рек Лорулу и Ройны, во времена путешествия Ломаса Странника рассказывали ему о тьме, которая заставила Ройну истощиться и иссякнуть, а воды ее замерзнуть к югу до самого места слияния с Селору. По версии Райнаров, герой убедил младших детей матери Ройны, младших богов вроде Крабьего Короля и Речного Старца, отвлечься от расприй и объединиться для того, чтобы спеть тайную песню, которая возвратила день. В священных свитках Ити сказано, что причиной долгой ночи было предательство, совершенное императором Кровавой Яшмы, который сверг и убил свою сестру, законную императрицу, а также отвернулся от прежних богов и начал поклоняться черному камню, упавшему с неба. Боги были возмущены, и Дева из Света отвернулась от мира, а Лев Ночи явился на землю во всем своем гневе во главе армии демонов. Только воин по имени Хиркун-герой, он же Азор Ахай, вооруженный мечом Светозарным, сумел повести людей в битву и развеять тьму. Калук-Ваватар, волантиец, знаменитый путешественник, посетивший все страны у Нефритового моря и написавший о своих путешествиях книгу «Нефритовый компендиум», писал, что Вити конец долгой ночи связывают с подвигами женщины с обезьяньим хвостом. В мире Игры престолов также есть и скептики, не верящие в иных и длинную ночь. Одним из таких можно считать архимейстера Фомаса. Он написал труд «Обманы древних», в котором он говорит, что иные из сказаний были не более чем племенем первых людей и предками одичалых, которые обосновались на Дальнем Севере. Из-за долгой ночи эти ранние одичалые оказались вынуждены начать волну завоеваний на юге. То, что они обернулись чудовищами в историях, рассказываемых впоследствии, по мнению Фомаса, отражает устремление Ночного Дозора и Старков придать себе более героическую репутацию, роль спасителей человеческого рода, а не всего лишь сторон, преуспевших в борьбе за владение. На этом вся известная информация о долгой ночи заканчивается. Если вам понравилось видео, поддержите его, поставив большой палец вверх. А если еще не подписаны на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. Также буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграме. Спасибо за просмотр, всем пока!